Приветик, ребята! Я вас приветствую на нашей второй неделе тренировок Go to Slim. На сегодняшней тренировке вам понадобится скакалка, гантели, стульчик и водичка. Поехали! Начнем нашу разминку. Сделав глубокий вдох, становимся прямо и начинаем все с шеи. Повороты вперед, назад. В стороны. И круговые вращения. Делаем все плавно, медленно. В другую сторону. Отлично. Теперь крутим локтями кружочки. В обратную сторону. И разминаем руки. Теперь прямые. В обратную сторону. Осторожней, никого не зацепите. Отлично. Делаем повороты корпуса. Ножки стоят на месте. Поворачиваем только корпус. Тянемся теперь с рукой. Остановились, ноги пошире и делаем круги тазом. В другую сторону. Остановились. Теперь вращаем корпусом. Как можно сильнее делаем повороты. Наклонились вперед и назад. Делаем все плавно, без резких движений. В другую сторону. Остановились. Делаем выпад. Присели и встали. Колено прямое. Задняя нога на носочки. И практически касаемся коленом к полу. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Молодцы, поменяли ногу. Теперь впереди правая, левая назад. Делаем упор на пятку. Еще немного. Остановились. Молодцы. Стали ровненько и крутим коленями. В обратную сторону.
И теперь каждая нога. Вторая ножка. Остановились. Передохнули. И давайте начнем нашу тренировку. Итак, наше первое упражнение, кардиоупражнение, это прыжки на скакалке. Разбираем скакалку сразу от узлов и начинаем наши прыжки. Опять же наша схема: 20 прыжков на ровных ногах, 20 прыжков на каждой ноге и 20 прыжков со сменой ног. Поехали! Поменяли ножку. И теперь со сменой ног. Веселее. Отлично. Остановились. Отложили скакалку. Передохнули. Мои лосины хотят сегодня убежать от меня. Еще раз. Глубокий вдох, выдох. И остановились. Наше первое упражнение будет плие с толчком ноги. Сделали приседание плие и подняли ногу до параллели с полом. Очень эффективное упражнение. Выполняем его вместе со мной. В приседаниях плие работают у нас внутренние поверхности бедра, ягодицы, бедра в целом, в принципе. И когда мы поднимаем ножку, у нас задействуется наша внешняя поверхность бедра и ягодицы в том месте, где у нас обычно собирается жирочек в виде ушек для попы, да? Очень такое интересное сравнение. Ушки у попы, хотя оно действительно так и есть. Поэтому боремся с этими ушками. Отлично. Остановились. Передохнули. И переходим ко второму упражнению. Я его так назвала часики. Берем 2 гантельки. Становимся ровно. И работают у нас руки. Если мы делали разводки гантелей в стороны, сейчас мы делаем это чуть-чуть по-другому. Сначала одну выводим вперед, вторая идет у нас в сторону. Потом меняем руки. Почему мы делаем именно так? Когда рука у нас идет в сторону, задействуется передний пучок, центральный пучок дельтовидных мышц. Когда мы выводим одну руку перед собой, у нас задействуется передняя дельта. Так что мы дельтовидные мышцы рук, в принципе, делаем со всех сторон. Ну, конечно, не задействуя задние дельтовидные мышцы. Но, в принципе, нам пока это не нужно. Так что работаем над дельтовидными мышцами. Отлично. Остановились. Передохнули. Сделали глубокий вдох. Размяли ручки.
что, давайте вернемся к нашим приседаниям. Итак, делаем приседание плие и выводим ножки в сторону. Да, следим, чтобы колени шли по направлению с носками. И 2, 3, повыше ногу, 4, 5, 6, 7, садимся глубже, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще немного, 21, 22, 23, 24 и 25. Встали, умнички. Молодцы. Передохнули. Сделали глубокий вдох. Ну что, следующее наше упражнение. Часики. Возвращаемся к ним. Опять же берем гантели. Становимся ровненько. Сделали выдох. И поехали. Раз. Повыше гантели. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. 26. Да, 26 я сделала. Остановились, передохнули. Переступаем сразу же к нашему кардиоупражнению. Прыжки в планке. Если раньше мы делали бег в планке, то теперь мы просто расставляем ноги в стороны. Ставим их в точку и в стороны. Как можно быстрее выполняем прыжочки такие. Опять же, попа слишком сильно вверх не топорщится, не провисает. Стараемся держать более-менее ровную линию. Дыхание ровное. Поэнергичнее выполняем упражнения. Все-таки кардио. Остановились. Потянулись. Отдохнули. Выпрямляем спинку. Можно выпить водички. Дальше не понадобится коврик. Мы ложимся на коврик, опираемся на попу. Кому тяжело, можете подставить какую-то подушечку, не слишком большую. И делаем книжечку. Очень эффективное. Одно из любимых моих упражнений на пресс. Действительно, после него чувствуется напряжение. Так что выполняем. Ноги, как вы видите, мы не кладем на пол. Спинка полукруглая. Округляем ее, чтобы мы чувствовали сокращение мышц пресса. И складываемся в книжечку. Когда уже стало тяжело, можете положить ручки и добить свой пресс. Пресс работает тогда, когда вы делаете уже последние разы, когда он уже у вас печет, и вы его добиваете. Вот тогда идет работа на пресс. Отлично. Молодцы. Кто со мной, я вами горжусь. Продолжаем дальше. Берем гантели. Подкрутим, потому что у меня они очень опасные. Могут упасть куда не нужно. И делаем следующее упражнение, тоже очень оригинальное, пловец. Действительно делаем движение пловца.
Выставляем ручки и, сгибая их в локтях, подводим к себе. Очень оригинальное, мне кажется, упражнение и довольно-таки тяжелое. Выдох, вдох, выдох, вдох. Слишком высоко плечи не поднимайте. Тяните именно гантели вперед и чувствуйте растяжение грудных мышц, когда вы вводите их назад. Молодцы. Отложили их в сторону. И переходим опять к прессу. Облокачиваемся на коврик и поехали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, еще 27, 28, 29, 30. Оставили руки. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Вот она чувствуется, прямая мышца живота. Вот это я понимаю упражнение на пресс. Отлично. Возвращаемся к нашему упражнению пловец. Отдохнули немного. Пресс у нас в это время отдыхает, а руки и грудь работают. 1, 2, 3. Поплыли. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, еще немного, 19, 20. Молодцы. Да, я подбираю гантели довольно-таки приличного веса, потому что я хочу чувствовать упражнение. Вздыхаем, отдыхаем. Тянем руки. Убираем коврик в сторону. Следующее у нас кардио упражнение. Делаем приседания с прыжком наверх. Слишком высоко прыгать не нужно. Опираемся на полную ступню и выставляем ручки наверх. Дыхание ровное. Еще немного. Давайте доделаем его. Отлично. Остановились. Отдохнули. Я знаю, что устали, но надо еще работать. Попьем водички. Блин, сейчас озвучиваю, и мне так хочется поправить себе лямку на лифчике. Почему я этого не сделала? Берем стульчик, берем гантели. Садимся на стул, делаем небольшой наклон вперед, наклоняемся и выставляем гантели вперед. И разводим их в стороны, как можно выше, до параллели с полом. Здесь у нас работает спинка. Упражнение на первый взгляд кажется легким, но если подобрать хороший вес гантелей, чтобы вы выполнили раз 20 конкретно тяжело это упражнение,
то действительно чувствуется эффект от него. Еще немного. Отлично. Положили гантели, расправили плечики. Теперь немножечко отставляем в сторону стул. Облокачиваемся. Берем одну гантель сначала. И облокачиваемся на стул верхней частью спины. Выставляем ноги вперед. Корпус у нас ровный остается. Да, замоститесь так, чтобы вам было удобно. Опускаем и поднимаем таз. Гантелька у нас на тазу лежит. Выводим попу как можно выше, и когда она у нас оказывается на верхней точке, сжимаем ягодицы. Вы должны почувствовать ягодичные мышцы. Всегда смотрите за своими коленями. Они не должны слишком острый угол создавать, когда вы поднимаетесь, или наоборот, как-то слишком сильно выпирать вверх. Вы должны делать ровные линии. Вдох, выдох, вдох, выдох. Медленно опустились, резко подняли. Работаем. Еще немного. И остановились. Аккуратненько встаем. Поправляем стульчик. Опять садимся. Опять берем 2 гантели и работаем на спинку. 1, 2, 3, 4, 5. Выше гантели. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, сильнее, 13, 14, 15, 16, 17, 18, еще 19 и еще 20. И 21. И 22. Отлично. Кто сделал больше, молодцы. У меня гантели, если честно, где-то на килограмм 5, может быть. Где-то так. Так, облокачиваемся на стул опять. И второй подходик с подъемом таза. Не бросаем гантель до конца. Нас ждет сюрприз еще. 1, подняли. 2, сжали ягодицы. 3, 4, 5, выдох, вдох, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Задержались и берем вторую гантель. Слишком далеко ее не откладываем. Кладем себе на таз и поехали. 2, 3, 4, 5, 6, еще сильнее 7, 8, 9, 10. Остановились. Молодцы. Я же сказала, будет сюрприз. Так что получайте. Отставляем стульчик в сторону. Гантели тоже убираем. Немножко отдохните. Переведите дыхание. На очереди у нас следующее кардиоупражнение. И это бег на месте. Побежали. Поднимаем как можно выше наши ножки. Касаемся ими к рукам. Мстим соседям за ихнюю дрель по утрам. И теперь поднимаем ноги назад.
Касаемся пяточками к попе. Побежали веселее, энергичней. И поднимаем ноги вверх. Меняем колени вперед, пятки назад. И опять пятка выше. Еще немного, бежим, бежим. И коленки вперед, отдохнули. Сделали глубокий вдох, выдох. Попили водички. Ну что, давайте сделаем заминочку. Мы сегодня молодцы. Потянем шею в сторону, в другую. Вперед голову. Назад. Тянем локоть назад, растягиваем трицепс, другую ручку. Чувствуйте напряжение и растяжение трицепса. Теперь прямая рука в сторону, другая. Ладонь наружу. Руки назад. И руки наверх. Сделали вдох, выдох, опустились вниз. Еще раз вдох, выдох. И еще разочек. Наклонились. Тянемся вперед. Растягиваемся. Тянемся к правой. Тянемся к левой ноге. К правой. Вдох, выдох. Остановились. Держимся за стенку и подтягиваем ногу к себе. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Выставляем ногу вперед, носочек вверх и растягиваем бицепс. Тянемся к ноге, меняем ногу, подтянули. Подтянули к ноге и остановились. Сделали глубокий вдох, наклон в сторону, тянем руку в сторону тоже и добавили вторую. Перевернулись на другую сторону.
Вторая рука пошла. Отлично. Боковой выпад. На вторую сторону. И медленно встаем. Ну что, ребят, спасибо, что провели эту тренировочку вместе со мной. Теперь встретимся с вами в среду. Всем удачи. Пока!